Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Хочется напомнить момент, когда Чонгук обошел всех, чтобы взять Тэхёна за руку. Девятое место. Когда у вас нет ни единого шанса, чтобы не утонуть в глазах напротив. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Опасная ревность». Тэхён ревнует, когда другой парень касается бедра Чонгука, причем касание было близко к зоне паха. Как Джин случайно спалил отношения Вигу на прямом эфире? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Тот момент, когда они надеялись, что никто не увидит, как Тэхён в который раз целует Чонгука в затылок, но мы поймали этот момент. Седьмое место. Не знаю по какой причине, но на этом моменте у меня гиперфиксация с самого старта в фандоме. Вот прям сильная эмоциональная связь и все. Шестое место. Поведение пары. Чонгук нес Тэхёна на спине без особых усилий. Это особенная атмосфера свиданий Чонгука и Тэхёна. Пятое место. Оу, Чонгук, мы не мешаем тебе? Четвертое место. Забота. Чонгук так уверенно
но осторожно приглашает Тэхёна в свои объятия, мягко окутывая своим теплом, даря чувство безопасности и комфорта. Они всегда были и есть друг у друга. Третье место. Новости. На дисплее беговой дорожки, на которой занимается Тэхён, показан уклон 15%, что означает очень серьезный и эффективный режим для тренировок. 15% – это отношение высоты подъема к горизонтальному расстоянию. На каждые 100 метров условного пути вперед вы поднимаетесь на 15 метров вверх. Самое время любоваться этим красавчиком. На вчерашнем лайве Мингю случилось то, что обычно происходит в жизнях людей, которые каким-либо образом связаны с Чонгуком. Некоторые фанаты просят номер телефона Чонгука. Забавные. Пожалуйста, выметайтесь. И как же противно наблюдать за всем этим. Воспитание? Что это? Уважение личных границ? Это как? Тактичность? Не слыхали вежливость? Понятия не имеем. 뭐하는 사람이야? 네? 어떤 팬이 전국에 전화번호 좀 알려달라는데 진짜 웃긴 사람이네. 나가주세요. Не рассмотреть в этих двоих самые особенные отношения друг к другу, значит никогда не узнать, как выглядит истинная любовь. Тэхён, вспоминая времена трейни. Папа приезжал ко мне в Сеул на выходные, и мне было так грустно, когда ему приходилось уезжать обратно. Я был еще совсем юным, плакал и умолял: «Не уезжай». Тренировки были очень тяжелыми, и однажды я позвонил ему в слезах: «Мне так трудно, я хочу все бросить». А он ответил: «Если тебе очень тяжело, можешь остановиться». Существует много профессий, и мы найдем ту, которая подходит тебе. Его ответ лишил меня дара речи. Было неловко, что я вообще об этом сказал. Оглядываясь назад, я понимаю, что его слова сильно меня тронули. Кому продать душу, чтобы вот так подержаться за руки с Чонгуком? Третье фото Тэхёна открылось практически полностью. И в этот момент особенно ясно понимаешь масштаб любви, которая его окружает. За время работы выставки Type, как минимум, 12 тысяч человек
посетили ее и оставили для Тэхёна свои душевные послания. Одна доска вмещает около 6000 записок, и у каждого есть только один возможность это сделать. Тысячи слов благодарности, поддержки, любви. И от этого особенно щемит сердце, потому что сегодня был последний день выставки. Тэхён проделал по-настоящему большую работу. Его первая фотовыставка стала местом притяжения. Фанаты приезжали не только со всей Кореи, но и со всего мира, чтобы увидеть его творение. Улыбка Тэхёна, когда ARMY спели песню «Hold Me Tight», для которой он являлся сокомпозитором и продюсером. «Наш Мишка, будь таким же счастливым всегда». Грейзия Сингапур в своей статье рассказала о крупнейших амбассадорах люксовых брендов 2026 года, среди которых отметил Чонгука. От Сон Юци и Чонгука до Наны Камацу и Ян Ян люксовые модные дома встречают 2026 год волной известных знаменитостей амбассадоров. На дворе только январь, но дома моды уже объявили о назначении целого ряда известных амбассадоров. В мире моды, красоты, часов и ювелирных изделий 2026 год обещает стать годом громких объявлений о назначении знаменитостей в качестве амбассадоров, ведь звезды будут представлять самые известные мировые модные дома. От признанных международных икон до восходящих талантов эти амбассадоры или друзья дома, в зависимости от бренда, делают больше, чем просто красиво позируют. Они становятся новыми проводниками культуры, стиля и историй. Это новый шоу-бизнес, детка. Чонгук – глобальный амбассадор, Шанель, парфюмерия и косметика. Подразделение Chanel Fragrance and Beauty выбрало Чонгука своим новым глобальным амбассадором. Участник группы и обладатель платинового сертификата, как сольный исполнитель, известен тем, что раздвигает границы творчества, что делает его идеальным кандидатом для дома, который ценит как наследие, так и обновление. Для меня Шанель – это дом-новатор, который бережно хранит свое вневременное наследие, постоянно обновляясь в соответствии с современными тенденциями. Как артист, я стараюсь оставаться верным своему собственному стилю, принимая при этом новые вызовы, поэтому это партнерство с Chanel Fragrance and Beauty особенно значимо для меня, отмечает он в пресс-релизе. То, как Чонгук закрывает лицо или трогает уши, когда смущается, это так очаровательно. Vogue Тайвань в Instagram. Одного взгляда достаточно, чтобы мгновенно изменить температуру воздуха. Невинность с оттенком бунтарства Ким Тэхён сам по себе является сочетанием очарования и противоречий. Этот 29-летний участник группы, кажется, заново определил облик современного романтизма для нового поколения. Недавно завершив военную службу и вернувшись в центр внимания, Тэхён продолжает расширять свои творческие горизонты. От появления на Парижской неделе моды до роли почетного бросающего мяч на матче команды Лос-Анджелес Доджерс, а также становления послом брендов Celine и Cartier, его активность не утихает. В то же время участники официально объявили, что в 2026 году выпустят новый альбом и отправятся в мировое турне. Мне очень нравится выступать на сцене, но съемки – это совсем другое удовольствие. С детства я смотрел журналы и мечтал, что однажды тоже смогу участвовать в таких проектах.
Сейчас, когда я могу выражать себя своим способом, это очень интересно. Когда его спросили, что для него значит фанаты, он ответил: «Они – люди, которых я искренне люблю». Хорошая хореография. Вот так выглядит лицо Тэхёна после 1 часа и 20 минут бега. Тэхён привлек внимание поклонников, показав свою повседневную жизнь и физическую силу, которую он развил благодаря бегу перед своим возвращением на сцену. 1 февраля Тэхён опубликовал видео, где он бежит, в своем Инстаграм. Затем он выложил короткое видео, показывающее себя после 1 часа 20 минут бега. На видео Ви запечатлен во время короткого перерыва в раздевалке после завершения тренировки. Даже после полуторачасовой пробежки его лицо без макияжа и выразительные черты лица вызвали восхищение у поклонников. Он продемонстрировал свою идеальную внешность без косметики и ретуши, и в комментариях его называли настоящим богом мужского пола. В интервью перед призывом в армию Ви упомянул, что его целью во время службы будет укрепление физической силы. Он продемонстрировал свою решимость, сказав: «Когда я пойду в армию, я стану по-настоящему здоровым и сильным и разовью свою выносливость так, чтобы не уставать даже после 15 концертов». Тэхён, который продолжает регулярно заниматься спортом после демобилизации, в последнее время сосредоточился на беге, а не на силовых тренировках. Во время прямой трансляции в конце прошлого года он объяснил: «Я пока не буду заниматься силовыми тренировками. Мое плечо было в плохом состоянии с тех пор, как я продвигал песню «Дионисос» в 2019 году, и мне потребовалась реабилитация, потому что я интенсивно тренировался во время службы в армии». Тэхён, служивший в специальном отряде военной полиции, ДЭТ, занял 1 место в стрельбе, несмотря на травмы плеча и бедра. Он также занял 1 место в зимних городских тренировках и стрельбе, получив награду «Модель военной полиции». После забега в тот день Тэхён неожиданно посетил Freeze House Сеул, где проходила выставка V-Type B On-Site in Seoul. Поклонники, посетившие выставку, выразили удивление и восторг по поводу неожиданного появления Тэхёна. Тэхён поделился фотографией, на которой он смотрит на фанатов в выставочном зале через фан-платформу Weverse с подписью «Позади, позади, позади меня». Фанаты, внимательно следившие за сообщениями в соцсетях, не заметили появления Тэхёна, что вызвало смех. Даже по мере приближения его возвращения, внимание сосредоточено на действиях Тэхёна, который сокращает дистанцию между собой и своими поклонниками. Самая красивая пара в мире. Тишина утра, в котором существуют только они. Какой из пирсингов Чонгука вам нравится больше всего?
Это так красиво. Их руки вместе – моя любимая деталь. Как можно просыпаться уже таким милым? Этот дуалити стайл Чонгука и Тэхёна. Помните ту девушку, которая была похожа на Чонгука? Теперь у нее родился мини-Чонгук. Rolling Stone Indio написали: в течение десятилетия, если рассказы о BTS сосредотачивались на покорении цифр, чарты Billboard, заполненные стадионы и их стремительный взлет, теперь, когда участники группы занялись сольными проектами и завершили военную службу, мы вошли в то, что можно назвать их эрой Arirang. Корейцы любят Arirang, популярную песню, возрастом более 600 лет, глубоко укоренившуюся в их культуре. Но не только это звук силы, тоски и извилистого пути домой. Поэтому, когда BTS решили назвать свой долгожданный альбом Arirang, стало ясно, что настоящее время — это не эра блеска Dynamite, а эра душ, скрывающихся за костюмами. Изменение произошло незаметно, а затем внезапно. В течение многих лет BTS был единым монолитом из 7 участников, воплощающим совершенство поп-музыки, но нынешняя фаза Arirang, хотя и не разрушает этот монолит, укрепляет его более эффективно через 7 различных призм, более зрелых и человечных. Чтобы подтвердить факты, стоит отметить, что в то время как большинство западных бойбендов уходят в сольные проекты как стратегию выхода, BTS рассматривает этот период как важный этап продолжения. Это можно сравнить с сельским хозяйством. Иногда нужно оставить поле пустым, чтобы земля могла действительно восстановиться. BTS поступили так же. Они взяли паузу, чтобы переварить, позволив всему разложиться, чтобы вернуться еще сильнее. Еще одной важной особенностью этого периода является полная свобода, без каких-либо усилий для ее достижения. Обычно, когда артисты достигают глобального уровня, они начинают шлифовать все, чтобы соответствовать западным стандартам, но BTS делают наоборот, еще глубже погружаясь в свою корейскую идентичность. Самое личное, самое творческое. Это цитата легендарного американского режиссера Мартина Скорсезе, известная тем, что была процитирована режиссером Бон Джун Хо во время его исторической речи при получении Оскара за фильм «Паразиты» в 2020 году. Сердце этой эпохи. После многих лет, когда они были лицом кей-поп и несли ответственность за всю страну, они достигли момента, когда им больше не нужно никому ничего доказывать. Это возвращение, переход от «мы идолы» к «мы иконы». В целом, это большая победа для культурного наследия Южной Кореи.
Сарирэнг BTS опровергают стереотип о том, что традиционное – это устаревшее, устанавливая новый прецедент. Они могут быть самой большой группой в мире и при этом оставаться очень корейскими. А вы тоже любите вкусненького и остренького, как Чонгук? Давайте вспомним незабываемое шоу, где Тэхён в роли повара – это что-то невероятное. Кто бы мог подумать, что за сценическим образом талантливого артиста скрывается такой трудолюбивый и обонятельный стажер на кухне. Тэхён с первых дней погрузился в работу, чистил овощи, мыл посуду, обслуживал клиентов и все с улыбкой. Его шутки и легкие пародии на босса вызывали смех у всей команды и зрителей. В финале шоу Тэхён лично приготовил еду для поклонников – хот-доги и курицу. Такой теплый жест не оставил никого равнодушным. А еще было невероятно мило наблюдать, как Тэхён осваивал новые рецепты под руководством шеф-повара Ли Саджина. Как весело ему было с друзьями, Ушиком и Саджуном. Как команда сообща преодолевала трудности и радовалась успехам. Это шоу стало настоящим праздником для сердца. Здесь и вкусные блюда, и душевные разговоры, и море позитива. А Тэхён доказал, что талант он во всем, и на сцене, и на кухне. Спасибо, Тэхён, за искренность, улыбку и вдохновение. Второе место. Это так интимно. Момент, заставивший сердце трещать по швам. Если вы видите эту невероятно самодовольную улыбочку Чонгука, знайте, что просто где-то очень рядом Тэхён. Первое место. Тот факт, что Тэхён жестом показал Чонгуку направление, но Чонгук протянул руку, поэтому Тэхён взял ее и вместо этого притянул Чонгука к себе. Этот момент такой нежный. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.